Всем привет, на канале Александр Эмбрез. Сегодня к нам в гости попала 13125XE AEG-шка с некрасивым звуком работы, с повышенным искрением, и она еще и дергается, гадость такая. Короче говоря, давайте разбирать. Как всегда, первым делом лезем к щеткам. Буквально на секундочку включу, чтобы показать вам искрение. Ну, я думаю, понятно, что так быть не должно. Ладно, хватит мучить бедный инструмент, давайте разбирать дальше. Для начала снимем щетки. Кстати, не знаю, как и зачем, но обратите внимание сюда. Здесь, как бы все малость погнуто. Короче говоря, шахту эту я заменю по-любому. Щетки сняли, и можно откручивать корпус редуктора от корпуса электрики. Открутили и вскрываем. Давайте сразу проверим якорь. Было видно, что в одном витке в 2 раза меньше сопротивления, чем в остальных. Короче говоря, якорек будет у нас под замену. Со статором, как видим, все окей. Корпус электрики пока что отложим в сторонку. И начнем доставать якорь. Для начала открутим переднюю крышку редуктора. И вскрываем. Шестеренки в идеальнейшем состоянии. Смазка немножко потемнела, но видно, что выработки в ней особо нет. Берем ключик на 10 и откручиваем гайку, которая держит нашу ведущую шестерню. Не знаю, как кто, я лично меняю с якорем 2 подшипника и щетки. Поэтому в любом случае лезем вот к этому подшипнику. Откручиваем 4 винта. Зная о коварности вот этих вот 4 винтов, специально взял ударный винтоверт, чтобы уже наверняка их пооткручивать. И фиг! Все равно 2 штуки, как я думаю, вы видели, не открутились с первого раза. Я-то их уже открутил, но тем не менее. Иногда производитель не слабо так борщит с герметосом в этом месте. Поэтому, ребят, предупреждаю всех, кто собирается чинить эти болгарки. К откручиванию вот этих вот винтов подходите прям крайне ответственно, ибо 1, 2, а то и все, либо капец как тяжело откручиваются, либо вот как сегодня, приходится немножко мудрить. И, кстати, обратите внимание вот сюда, видите, вот эти 2 полумесяца. Это не что иное, как застывший под шляпкой винта гермет. То бишь его столько навалили, что даже под шляпкой оказался герметик. Вот. Каким способом я открутил, я думаю, уже все поняли. Но если вдруг кто хочет отдельный ролик по откручиванию таких винтов, то обязательно пишите об этом в комментариях. Нижний подшипник из корпуса редуктора достается вручную. Я его уже достал. Значит, в передней части корпуса редуктора подшипник, прям в хорошем состоянии. Его менять смысла вообще никакого нет. Поэтому, дорогие товарищи, я предлагаю приступить к чистке наших деталюшек. Вычистил всю эту красоту и давайте смотреть, что под замену. Меняем якорь с 2 подшипниками и щетками. Меняем 2 подпорченных винта. Естественно, закладываем новую смазку. Помимо этого заменю 1 не понравившийся мне щеткодержатель, и все. Все остальное в идеальном состоянии. Давайте приступать к сборке. Первым делом заменю шахту. Она держится на 2 шурупах. Заменил шахту. И корпус электрики отложу в сторонку. Давайте устанавливать подшипник в нижнюю часть корпуса редуктора. Как я уже ранее говорил, сюда я поставлю 6000 фирмы НСК. Установили сам подшипник и прикручиваем держатель.
Как и завод, я при сборке использую фиксатор резьбы, разъемный, но при этом я использую умеренное его количество. Теперь можно приступать к установке якоря. Вставляем шестеренку в корпус редуктора, вставляем якорь не до конца, для того, чтобы влезла наша гайка. Перед тем, как закручивать, буквально капелюшечку фиксатора. Ну и все, закручиваем. Наживили гаечку, довставляем наш якорь, поправляем шестеренку на посадочном гнезде якоря, и только после этого можно закручивать, зажимать гайку. Зажимаем без фанатизма. Теперь берем корпус электрики, и если доставали, то ставим назад диффузор. Затем чуточку лубрикантику, дабы ничего не стало наперекос. И устанавливаем якорь в корпус. Сразу можно покрутить завал. Все должно крутиться легонько, хорошо. Закручиваем. Сразу установлю щетки в заранее почищенные шахты. Щетки установлены. Заводим все провода так, чтобы нигде ничего ничему не мешало. И ставим заднюю крышку. Ну вот, в принципе, и все. Болгарка собрана. Остается смазать редуктор. Смазать без фанатизма, чтобы он не грелся. Вот примерно так. И установить верхнюю крышку. Ставим крышку и покручиваем завал, для того, чтобы убедиться, что зуб не попал на зуб. И только после этого закручиваем. Ну вот и все. Дособирали. Теперь давайте проверять. Ну что я могу сказать? Лучше, чем новое. На моем канале уже есть подробный обзор на такую УШМ-ку. Обязательно переходите по ссылке в описании и заценивайте его. Ну, естественно, пишите, нравится ли вам такая болгарка. Ну а я надеюсь, что ваш инструмент работает без искрения. Красивенько, ровненько, поэтому подписывайтесь на канал, делитесь всеми роликами, ну и хватит.